О, первые медвежьи следы в этом году. Наконец-то. Всем привет! Я иду в свою избу. Тащу вот такую вот в руке всю дорогу пластину для того, чтобы трубу вывести от печки. Вот, через крышу. Это, конечно, затрудняет мое передвижение. Вот. Иду я в свою избу проведать, что как. И несу полный рюкзак всего, то, что мне понадобится, когда я сюда уже заеду на несколько дней. Что дождик начинается. В общем, я без съемки, по-быстрому, без ночевки хочу успеть за день. Вот потому что у меня столько всего нужно в избу принести, что я просто не справлюсь за один раз. И мне приходится вот так вот заходы такие делать. Сейчас вот часть притащу, полный рюкзак тяжеленный. А потом уже второй раз со всем остальным, так сказать. Вот такие у меня небольшие завалы недалеко от избы. И, честно сказать, я их принципиально не убираю, не чищу, не пропиливаю никакую тропу, чтобы лишний человек не приходил сюда. Хотя уже и так воришки же нашлись. Ну ладно, не будем об этом. Ой, сейчас посмотрим, что там, как. Ой, дождик сильнее начинается. Что-то не передавали сегодня в это время дождя. Надо же, как я вовремя в избу пришла. Как раз дождь начался, спрячусь. Ну вот, привет, моя избушка. Как я и оставляла все вроде бы. Вроде все, как я оставляла. Никаких изменений не вижу. Но это хорошо. Да, кстати, хочу показать, что тут творится весной. Вот сегодня 8 мая. Вот это полная воды. Полная воды. Вот представьте, а там печка стояла раньше. Она просто тонет в воде. Вот и поэтому не знаю, стоит ли этой избой заниматься. Но я уже столько всего принесла и накупила, что я хочу попробовать что-то тут изменить. Вот такие дела. А все почему так происходит? Потому что это полуземлянка. Вот не нужно было выкапывать вниз, а нужно было просто на земле строить. А тут получается такие места, где много родников под землей течет. Здесь везде вода. Идешь, вот я почему в сапогах, кстати, и они вон все грязные, вообще все грязные. Потому что там просто непроходимо из-за того, что везде вода. Грязь, вода. Вот. И надо же было додуматься копать вниз. Вот. Засыпать тоже не вариант, потому что это нужно полностью избу перестраивать. Ну а смысл? Лучше уж проще уж тогда новую построить. Надо ее всю разбирать, венцы докладывать. Ну нафиг, я лично этим заниматься точно не буду. Я ищу место, где мне нормальную себе избушку построить. И перестраивать будет гораздо сложнее, это я вам точно говорю. Что я хочу снять? Я хочу снять, что я сегодня принесла. Я вот принесла специально, купила воду и вылила. Потому что воду бы целую 5 литров я бы не донесла вместе с всем этим. Вылила, бутыль принесла, чтобы сделать из него умывальник. Так, ну кот, конечно же, со мной. Труба. Одна из труб для печки. Здесь у меня дождевик. Его я обратно заберу. Труба, конечно же, останется. Так, это у меня кофта. Надеюсь, я там вхожу в кадр. Так, эта кофта у меня останется здесь. Я ее специально принесла для работ. Принесла тетрадь для записей нормальную, толстую. А то у меня тут что попало. Тоненькая школьная тетрадка. Так, ну это от клещей. Это я подобрала бутылку просто. Оставлю здесь, потом сожгу. Так, это моя еда. Было 2 банана, один уже съела. И вот еще покушать сейчас и на обратном еще пути. Салфетки влажные.
поставлю здесь. Это зонтик для трубы, искрогасительный. Так, свечи. Вот как это. Здесь гвозди и саморезы, изолента. И все. Гвозди, саморезы, изолента. Гвозди два вида. Так, это у меня конфетки. Я их с собой возьму обратно. Так, 2 баллона газа. Он мне здесь точно пригодится. Вот. Так. Еще труба. Еще влажные салфетки. Так, это булочка моя с маслом. Ой, сколько всего тащишь. Лопата. Такая небольшая. Огромную сюда. Не знаю. Может, когда-нибудь принесу. Посмотрю, как дальше здесь дела будут идти. Тут оставлять страшно все. Так, это моя кружка. Свеча большая, толстая, огромная. Мотыга. Она в сложенном состоянии сейчас. Я ее потом, когда буду работать, разберу и соберу как надо. Это мотыга, я хочу попробовать там. Ну, в общем, я не буду сейчас рассказывать, что я хочу делать. Это базальтовая ткань. Ну, противогорючая такая. Такой довольно большой кусок. Так, это тоже еда. Еще одна толстая свечка. Свечки мне здесь как воздух нужны. Так. Здесь цепь. Это я хочу сделать над костровищем, ее повесить, чтобы можно было на цепь на разную длину вешать котелок. И здесь еще такая штучка, которая будет накручиваться на бутылку и будет умывальник за счет этого. Так, здесь у меня бензин разведенный для бензопилы, но он старый, полбутылки. И я решила сюда принести, потому что здесь бывает проблемно костер сделать. Тут влажность высокая и часто дрова сырые. И вот, чтобы костер было легче разжигать. Так, еще труба, 3-я. Тент большой. Капец, какой он тяжелый. 4×6. Вот, не знаю, хватит ли мне, хочу крышу покрыть именно не у избы, у избы хорошая крыша, а, вот это вот, предбанник этот, так сказать. Так, это всякие пакеты, потому что я сейчас буду все тут оставлять, упаковывать. Так, это уголок для труб, чтобы их выводить. 2 уголка у меня таких. Колено называется уголок. 2-е колено. 1,5 литра воды чистой, питьевой принесла. Здесь оставлю сюда, потому что сложно воду добывать. У меня там есть родник, сейчас я пойду его смотреть, что с ним там. Он часто очень долго замороженный. Я вот шла по дороге, еще снег местами лежит. Снег, лед есть. Вот, поэтому проблемно с водой. Вода везде грязная, даже в родниках. Ну как, она чистая в родниках, в смысле грязная от земли, от листьев, вот от этого всего. Да, это питьевая вода. Специально принесла. Я бы принесла больше, но я просто бы не унесла уже. В следующий раз еще чуть-чуть принесу. Так, это у меня такая тоже ткань. Я хочу за печкой прибить ее. Противогорючая тоже, чтобы от печи не нагревалась стена. Какие-то пластины, листы я, наверное, сюда не дотащу. Решила такую ткань купить. Так, это мешки, в которые я сейчас буду все упаковывать, то, что здесь останется у меня. А это еще тоже ткань противогорючая. Это я буду трубу обматывать, когда буду выводить. Вот. Короче, какой только ткани не взяла. Так, тут у меня хоба. И для стола вот эта штука. Я сейчас, когда все сделаю, перекушу. Термос у меня здесь. Тоже надо вытащить. И вода, которая с собой для меня. Так, вроде бы я все вытащила. Ну и какие-то мелочи, как всегда, вот в этих кармашках я уж не буду доставать. И котик. Вот столько всего я тащу. Притащила в избу.
Представьте, приходится мне вот так вот несколько ходок делать, потому что просто физически не утащишь все за один раз. Я же не те избачи, которые на технике все привозят. Да, им хорошо, они на технике раз и завезли все одним махом. А я вот таскаю вот так вот, что мне ни машины, ни техники, ничего нет. Да и по мне, я не знаю, мне вот нравится пешком ходить, а не на технике ездить. Конечно, машина, она выручает во многих местах. Есть места, в которые сложно добраться без машины. И, конечно, тогда она нужна. Ну, а так мне больше нравится пешком ходить. Так, со вспышкой решила снять. Что тут творится? Ой, там вообще я вижу лед. Ух ты, это вообще еще лед. Ничего себе. Вот такие дела, представляете, тут творятся. Ну, как тут быть? Ой, проблема. Как там, знаете, мне некоторые советуют, ну, как всегда, советы дают там с дивана. Ну, потому что на месте вы бы не давали такие советы, понимаете? Вот пророй траншею, чтобы вода выходила. Да тут нереально ее прорыть, потому что здесь под землей огромнейшие камни. И даже если это было бы реально, это ж нужно ее в наклон прорыть, чтобы она выходила, вода. Куда ее прорыть-то? Тут бурелом везде, камни везде, тут просто не выведешь никуда. Да это вообще нереально здесь траншею прорыть. Тут задолбаешься рыть. Я даже не знаю, как мне тут что-то перестраивать в избе, переделывать. Это очень сложно, потому что даже в избе камни огромные лежат. Я не знаю, смогу ли я вытащить, потому что я там хочу кое-что переделать, если получится. Так, здесь я сейчас родник найду. А то у меня что-то ни точки нет, ни тропы к нему, естественно, тут нет. Ну так, по памяти должна найти. Посмотреть, что там. Там, наверное, скорее всего, тоже лед в нем. Рано еще в избу идти, рано. Лед еще везде. Как работы выполнять? Фу, нашла я. Ну, еще кто сомневался. Сейчас надо посмотреть, что там с ним. Блин, тяжелая доска. А вот там-то что-то творится. Там небо черное. Тучи. Вроде солнце светит, но вот там все черным-черно, тучи. Все там голубое небо. А в той стороне черное. Хоть бы дождь не ливанул. Сейчас главное, чтобы у меня телефон не рухнул. Вот, знаете, я такой маленький штативчик взяла, чтобы не тащить ничего. Я ж не планировала снимать. А он такой домашний, легенький совсем. Ветром сдуть может. Опа! Слушайте, ну тут не так уж плохо все. Не так уж плохо. Вода есть, это очень радует. Я, наверное, даже сейчас схожу обратно, если у меня времени хватит. Время очень мало, чтобы мне на электричку-то обратно успеть. Наберу воды сразу, и пусть она там будет. Потому что непонятно, что в следующий раз будет, когда я приду с водой тут. Ну вот, в принципе, нормально. Вода есть, и, кстати, она, ну, не со льдом. Вообще нормально. Кстати, печка моя на месте, это хорошо. Это очень хорошо. Печка на месте. И у меня тут есть вот такая лопатка. Вот ей можно копать, ей нельзя, она, видите, прямая такая. А вот вытаскивать землю можно. Поэтому я принесла маленькую с острым концом, которой можно копать. Сижу, черчу вот такую схему тут. Мудрю. В общем, печка такая. У нее вот здесь вот поддувало огромные дырки. И за счет этих дырок, они ничем не закрываются, будет очень быстро дрова прогорать. Это будет дровожорка. Я хочу здесь такую пластину, вот сюда ее прикрутить, вот к этой ручке, открутить здесь. И вот под этот кружочек сделать такую как бы вот штуку. И она вот такая вот будет пластина.
Вот на такой ножке. Не знаю, понятно ли я объясняю. И вот эта вся штука, она вот так оп, будет открываться. И вот так оп, закрываться. Можно одну дырочку приоткрыть, вот так вот чуть-чуть. 2 дырочки. Вот. Можно полностью будет открыть. Такая штука. Надеюсь, у меня получится. Вот чтобы можно было регулировать, короче, огонь в печи. Почистила сверху родник, так он вообще прям идеальный стал. Чистейшая ледяная вода. Аж отражение, смотрите, какое красивое. Привет всем. Набрала себе кружечку сейчас попить. И вот целый бутыль отнесу сразу к избе. Пускай будет там. Из родника самая вкусная и полезная вода. Правда, слишком холодная. Но она реально вкусная. Она очень отличается от обычной воды. Так тут классно, даже уходить не хочется. Еще сегодня день такой хороший, вот он один такой теплый, солнечный. Ну, вот тучки ходят, временами дождик пробрасывает, но в основном сегодня теплый, хороший день. Вот. И хочется даже остаться, но я не могу, к сожалению, поэтому вот я и пришла на один день, чтобы принести необходимое. То, что я не смогу в следующий раз принести. А так, тут хорошо. Тишина, птички поют. Ветер дует. Деревья шумят. Качаются на ветру. У меня очень мало времени уже осталось. Надо чай быстренько попить и идти обратно. Иначе я на последнюю электричку опоздаю. И все. Останусь ночевать в тайге. Обратно придется идти в избу. Только у меня ничего с собой нет для ночевки, а там вода, вы видели. Холодно будет очень. И печку еще не установишь. Ее еще очень долго до установки. Там много переделывать надо под эту печь. Поэтому много еще работы меня ждет. Такие дела. Ну все, поделала какие-то мелкие дела. Принесла воды в избу, посидела, чай попила. В общем, еще кое-какие дела поделала, такие мелкие. И, естественно, спрятала все, что я принесла. Искала долго место. Надеюсь, хорошо спрятала. Вот. Ну и все. Ухожу на последнюю электричку. Надеюсь, успею. То, что я тут засиделась, так уходить не хотела с ней. Вот. Такой изба остается. Дверь специально оставляю открытой, потому что, чтобы она просыхала. Все. Пока изба, до встречи. Теперь не знаю, когда я в следующий раз приду уже поработать. Вот так вот у нас ветреница цветет. Много ее сейчас. Самый первый первоцвет ветреница. Еще снег лежит, она уже выскакивает. Лишанины следы свежайшие. Свежайшие. Во! Какое огромные, тоже большие следы. И вот он косолапый как пошел. Лапы его остались. Косолапые даже видно. Очуметь. Довольно крупный медведь. Я туда шла, этих следов не было. Это свежайшие следы. Недавно медведь прошел. Тут вот еще снега сколько лежит. Так что
Здесь снег всегда самый поздний сходит, долго очень. 8 мая. Это, кстати, в этом году намного раньше. Бывает вообще и в июне еще частично лежит. Именно в этих местах.